Привет, мой дорогой зритель. Вспомнила одну историю, которая со мной случилась еще 6 лет назад. Это я только прилетела. И помню такой момент, ко мне приходили две девочки в определенное время, у них были проблемы с позвоночником. Но поскольку я специалист по лечебной гимнастике, то мы с ними тренировались. А перед этим в нашем доме жила девушка. Значит, она встречалась с молодым человеком, египтянином. Вот. И она меня познакомила с его другом. Познакомила с другом, она говорит: Виктория, может, там мало ли что, может, вы понравитесь друг другу, может, у вас там какие-то отношения заладятся, может быть, будет просто дружба. Я говорю: не-не-не, мне не надо, не надо. Ну, и это произошло совершенно случайно. Вот. Потом он подписался на мой Facebook. Ну, для чего? Для того, чтобы следить. Они так любят следить, контролировать, чтобы быть в курсе всего, чтобы мало ли как-то вот там, если будет какая-то аферистическая идея, чтобы ее воплотить. И, конечно, он ее воплотил. В один прекрасный момент, ну, то есть он знал, что у меня там, допустим, вторник, пятница, там в 3 часа тренировка идет, вот это. Я уже не помню, то ли я сама сказала, то ли эта девчонка сказала, но не столь важно. Приходит он в один прекрасный момент, буквально где-то за 5 минут до тренировки. Стучит. А я как раз с Маркусом была дома. Стучит. Говорит: Виктория, ты знаешь, так и так, вот, мне мне некуда идти. Вот, я бы хотела с тобой очень пообщаться, мне некуда идти. Работа в аэропорту, он в аэропорту, кстати, работает. Работа в аэропорту попозже начнется, вот, можно у тебя посидеть или что? Я говорю: ну, это как бы такая нехорошая идея, как ты у меня посидишь, что это за какие-то маневры? И, значит, он говорит: ну, пожалуйста, пожалуйста, я буквально вот часочек посижу и все. Я говорю: ну, так у меня сейчас тренировка, люди придут. Ну, у меня, правда, тренировка была в одной комнате, а как бы он там говорит: я вот посижу в другой комнате. Он, ну, знал, что у меня 2 комнаты, видимо, как-то уже получил эту информацию. А я еще ничего не знала, ничего не понимала, еще не разбиралась вот в этих их маневрах, вот этих их схемах. Ну и тут уже девчонки идут, я говорю: ладно, иди это самое, заходи в другую комнату, там посиди, а мы потренируемся, и все, через час выйдешь. Буквально я закончила тренировку, сразу он выходит, и это самое, говорит: все, мне тут позвонили, мне нужно бежать. Я говорю: ладно, кто сильно хотел пообщаться, то уже бежать. Я же без задних мыслей, я же сама такая открытая, порядочная, честная. У меня в той комнате лежали очки. Когда мой знакомый мне дал очки, говорит: Виктория, на, может, продашь, у тебя там девчонок много знакомых, типа, держи. Я думаю: давай попробую. И после того, как он шел, конечно же, я эти очки там переложила, пересчитала, чтобы у меня был порядок. Там один вид в одном месте, другой вид в другом месте. И что вы думаете? Считаю я и понимаю, что не хватает 2 очков. Я еще раз пересчитала, посмотрела свои записи. У меня, понятно, все правильно, четко. И, значит, на следующий день я встретилась с этой девчонкой и говорю: так и так, он украл у меня очки. Он говорит: Вика, не может быть, он порядочный, работает в аэропорту. Не, ну если работает в аэропорту, это не означает, что все люди порядочные там. И вообще, какой-то большой процент есть людей непорядочных. Я говорю: нет, 2 очков пропало. Я говорю: знаешь, я не могу никак ошибиться. Я не употребляю ничего, не курю, не употребляю алкоголь, не употребляю вещества, которые изменяют сознание, чтобы можно было меня в чем-то обвинить. Нет. То есть я очень такой собранный человек. Она как-то не отреагировала. Я дальше начала рассказывать другой девочке из их круга. Потом 3, потом 4. Вот так вот я просто начала, вот как вам сижу, вкусно рассказываю, вот так я начала рассказывать его друзьям. Ну, понятно, ему уже донесли, потому что я сказала: вы уж там как-нибудь донесите.
Потому что это была копия очков, но это были хорошего качества очки, и они, конечно, стоили немало. Через какой-то период он мне передает деньги и пишет сообщение: чтобы ты на меня не наговаривала, я тебе возвращаю деньги. Я говорю: я не наговаривала, я лишь озвучивала факт. Вот. Пришел вот это как бы нервный такой, курит все время, и потом быстро такой выскакивает из комнаты, потому что вообще, когда люди много курят, то есть они, получается, как бы успокаивают, потому что они же понимают, что будет нарушение закона, будет сейчас кража. То есть он пришел воровать сознательно. Он знал, что у меня тренировка, он знал, что я занимаюсь очками, потому что я выкладывала рекламу в Фейсбуке. Вот это все он просчитал, прежде чем пойти на дело и вот это все сделать. Он даже пришел в то время, когда у меня тренировка, чтобы он сидел в другой комнате и там вот порылся. То есть он узнал, он получил информацию. И так они многие делают, по сетям шарят, проверяют все, чтобы потом продумывать вот эти шаги аферистические, понимаете? Вот эти аферы, которые тут можно встретить немало, они же как бы готовятся к этому, правильно? Вот эти люди нарушенные, аферисты, мошенники, нарциссы, психопаты, это все из одной команды люди. Вы уж поймите, они, когда делают свое преступление, они же рассчитывают, что вы будете молчать. А он видит, что я не молчу, что я всем рассказываю. И я тогда иду и до полиции расскажу. И зайду в аэропорт, найду босса и точно так же расскажу. Вот скажу, чем занимаются ваши сотрудники. Ходят и воруют. Но я уже не стала. И хорошо, что я вам не говорю, в каком отделе он работает и как его зовут. Моя человечность безгранична. Он вернул деньги, извинился все-таки потом, потому что я ему прямо сказала: это был ты, все, точка. И говорю: ты мне не отнекивайся, потому что это был ты. А если вот с вами совершают преступления, какие-то аферы, и вы молчите, то вы преступник. Вы такой же соучастник преступления, что вы умалчиваете. Надо собирать факты, отправляться в полицию. Понимаете, если каждый из вас не будет молчать, не будет вот это прикрывать все, что происходит вообще, не только здесь, вообще в мире, то они, соответственно, и не будут так себя вести. Они еще, кстати, могут угрожать, могут запугивать. Они же прекрасно понимают, что они нарушают закон. Они переходят границы. Они совершают аферу, преступления, мошенничество. Они, конечно же, рассчитывают, что вы будете молчать. И об этом никто не будет знать. Все пройдет тихо, все уладится. Наверное, одни очки подарил своей маме, ну а другие, наверное, своей девушке. Думают, ну вот, приехала иностранка. Он же не думал, что я останусь тут и буду вот так вот все рассказывать. Понимаете, он же на это не рассчитывал. Он, может, подумал, я там поживу месяц, два, три, да и поеду. Ну и ничего страшного, все забудется, замнется. А я все помню. И я помню настолько все в деталях, как вот он курил, как его трясло. Вот обращайте внимание, все, кто много курит, и неважно, что они курят, обычные сигареты или электронные сигареты. Те, которые много курят, это уже паранойя. Потому что в жизни много раз нарушали законы, много раз было вот этих преступлений, мошенничеств, много. Понимаете? А нервная система, она же вот это все фиксирует, она же тоже имеет свойство запоминать, изнашиваться. Поэтому нельзя молчать. Всегда помните, что если вы молчите, то вы соучастник преступления. Все, точка. Вот так у меня началось. Ну вот такая история. Вот так вот невесело началось у меня знакомство с египетскими мужчинами. Вот. Это лишь только одна история. Ой, конечно, здесь очень много прекрасных семейных мужчин, но, скажу вам правду, они, увы, женаты на египтянках, таких же хороших, порядочных, у них кланы, у них семьи, и они о их свадьбе могут договариваться еще, когда они в подростковом возрасте. Говорю, как есть. Где-то там какие-то вот мизер какой-то, где-то можно встретить, что тоже
отношения хорошие. Знаете, если вы приедете жить в Египет, тут столько всего прекрасного. Вот сейчас солнышко восходящее. Я сегодня приехала сюда 5:30 на такси. Ну, не успела дойти. Надо было, конечно, пешечком пройтись, но я не успела. Проспала немножечко будильник. Вот солнышко, прекрасное море. Море, климат, прекрасные овощи, фрукты. Это, по сути, и есть главные плюсы, которые вас будут ждать в этой стране. И, конечно, я бы вам очень советовала минимум с кем-то ознакомиться, здесь заводить какие-то отношения, тем более, я имею в виду, и среди наших тоже людей, к сожалению, очень много непорядочных. Ну, в общем, берегите себя, будьте здоровы, счастливы, успешны. Счастья вам и любви. Пока.